Для этого вкуснейшего супа возьмем 2 луковицы среднего размера. Лук нарезаем как можно мельче. И также я сразу натираю одну довольно крупную морковь на мелкой терке. Овощи на минуту уберем в сторону. И займемся помидорами. Я беру 3 помидора. Они весят 450 граммов. Каждый помидор я нарезаю крестообразно. Помидоры заливаю кипятком на 1 минуту. Затем воду сливаем. Теперь очистить помидоры от кожицы будет очень просто. Очищенные от кожицы помидоры нарезаем мелкими кубиками. Вот так. Кастрюлю с толстым дном ставлю разогревать на плиту. Наливаю 2-3 столовых ложки растительного масла. По желанию можно использовать сливочное масло. Высыпаю сюда лук и морковь. Овощи пассерую, помешивая недолго, каких-то пару минут. Затем в кастрюлю к овощам я высыпаю измельченные помидоры. Огонь на плите убавляю совсем до небольшого. И тушу их вместе еще пару минут. Дальше эту сочную композицию я слегка посыплю черным молотым перцем. Перемешаю и залью горячей водой. Воды беру 1 литр 250 миллилитров. Супчик оставим закипать под крышкой. Тем временем измельчим картофель. У меня 2 крупных картофелины. Они весят 550 граммов. Картофель нарезаю небольшими кубиками. Измельченный картофель высыпаю в кипящий суп. Для кого-то, может быть, это важно, суп я варю в 3-литровой кастрюле. На этом этапе суп уже можно посолить по вкусу. Наш в будущем вкуснейший суп оставляем вариться на 7 минут на небольшом огне. Тем временем нарежем рыбу. В этот суп добавляется семга или лосось. Рыбу, как и предыдущие ингредиенты, нарезаем небольшими кусочками. На 3-литровую кастрюлю супа я взяла 350 граммов лосося. Нарезанную рыбу закладываем в кастрюлю. Вместе с рыбой будем добавлять сливки. Я добавляю сливки с минимальной жирностью. Но вообще считается, чем жирнее сливки, тем вкуснее получится суп. Нам нужно пол-литра сливок. Суп оставляем вариться до готовности картофеля и рыбы. На это уйдет максимум 5 минут. Тем временем я нарежу зелень. Пол-пучка душистого укропа нарезаю мелко. И высыпаю его в суп. Кипящий суп перемешиваю. Выключаю огонь на плите. Суп готов. Но если вы проявите терпение и дадите ему еще постоять примерно 20 минут под крышкой, он станет еще вкуснее. Суп получился просто нежнейший.
Он очень вкусный, сытный, при этом еще и полезный. Готовьте на здоровье, балуйте себя и своих близких. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо вам за то, что ставите лайк под видео и за ваши комментарии под видео. Я, как всегда, хочу пожелать вам приятного аппетита, крепкого здоровья, хороших новостей и мирного неба над головой. И, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.